Привет, мои дорогие! Очень много новостей. Я не знаю, смогу ли я выдержать столько. Будем идти до победного, как говорится. Поехали. Что у нас в заголовке? Все-таки 2000 французов готовы уже вступить на украинскую землю. Об этом я прочитаю отдельно. Это уже заявляет Нарышкин. И эти факты подтверждаются тоже. Я тоже прочитаю об этом. Ну и мы не забываем то, о чем говорил всегда Путин, о том, что это будет цель номер один. Об этом подтвердил также Песков. Начну я сегодня с Ющенко. Это, я не помню, какой он там по счету президент был. Без разницы. Его все и так знают. Но тут есть одно удивительное но. Ющенко говорит на русском. Не спрашивайте, по ком звонит звон. По вас. Или вы поляки, или вы литовцы, эстонцы, или вы молдаване, или вы, опять-таки, грузины, или армяне, или любой другой народ Кавказа. По вас, потому что этот дьявол не успокоится, он будет двигать несчастье в вашу сторону. Мы начинаем понимать, что такое зло, кто его творит. Вот как раз вот мы начинаем понимать, что такое зло. Видно, да? Из песни слов не вырвешь. Мы начинаем думать над планом, как более успешно с этим злом бороться. И поэтому украинская нация сегодня, я бы сказал, это бронежилет Европы. Борьба, которую сегодня ведет украинская нация, это борьба за Чечню, Ичкерию, это борьба за другие коренные народы, это борьба за Литву, за Латвию, за Эстонию, за Польшу, за любую другую страну, потенциальную жертву агрессии России. И за Иисуса Христа, да, наверное, тоже, да, они ведут. Но я думаю, тут немножечко все расходится, да. Говорят, за свободу воевали. Сейчас, видите, за Польшу, за Латвию, за Литву. Вот сидит тот украинец на фронте, воюющий за Литву. Бронежилет Литвы. Как вам там? Я знаю, что меня с фронта смотрят. Они же пишут, ребята. Я это знаю прекрасно. Они пишут, но я не хочу это высвечивать, потому что у них потом в конце концов будет проблема. Но я знаю, что с фронта смотрят. Ну как вам? Ну вот ты вот там сидишь, бронежилет Литвы и Польши, в которой ты никогда не был и неизвестно, будешь ли ты там. Которые тебя там не ждут. Ты им там нафиг не нужен. Но ты их бронежилет, по его мнению. Да и не только его. А самих же литовцев и поляков. Поехали. Сегодня я не знаю, как это назвать, вброс или не вброс, но российские военные паблики утверждают, что в ночь на 27 октября на Москву летела ракета «Фламинго». Ну, понятно, что не долетела. Других подтверждений этому нет. Также неизвестно, долетела ли куда-либо эта ракета и была ли она сбита. Или была она сбита. Ну, найдут, дорогие мои. Тут у нас поступают еще интересные новости. Ну, это я вам по-любому прочитаю. Сегодня чтиво просто немерено, поэтому действительно готовьтесь. Кто когда смотрит, там чаек, кофеек, да, как, ну, у нас не вылся ком, поэтому у нас здесь новости, которые нужно анализировать трезвой головой, поэтому очень много чтива. Служба внешней разведки России утверждает, что Франция готовится отправить в Украину до 2000 своих солдат и офицеров, которые уже проходят боевое слаживание в приграничных с Украиной районах Польши. Заявляется, что в костяк формирования составят штурмовики французского иностранного легиона, преимущественно из Латинской Америки. Это очень удивительно, я вам серьезно говорю, потому что у них там пол-Африки, можно так сказать, говорит на французском, а Латинская Америка, она больше относится к Испании. Ну, это логично, Португалии, Испании. Ну, без разницы, может, там за деньги их собрали. Украина и Франция этого не подтверждали. Ранее западные страны неоднократно заявляли, что не намерены отправлять свои войска в Украину до окончания боевых действий. Ну, Нарышкин также говорил, что Макрон непосредственно давал этот приказ. Время от времени из Франции и Британии звучат заявления, что они готовы направить свои войска в Украину после окончания боевых действий. Однако дальше разговоров пока дело не движется, так как Россия категорически против варианта, а США не дают европейцам гарантии военной поддержки в случае атаки на них.
Так что, ну, там есть некоторые опасения, что, ну, мне кажется, это больше похоже на вбросы, ну, по сути, потому что действительно они не пойдут туда во все тяжкие, только если британцы их не уговорили, что можно создать какое-то боестолкновение непосредственно с НАТО. Но НАТО от этого проиграет. Опять же, не забывайте про буревестник и другие элементы. Опять же, заявляют, что у Беларуси будет орешник на дежурстве с декабря месяца, а тут осталось-то чуть больше месяца. Поехали, первое чтиво. Падение Покровска становится все более вероятным, и журналистское расследование «Украинской правды», внимание, «Украинской правды», не какого-нибудь там московского комсомольца или еще чего-нибудь, да, там, не Соловьева расследование, не той же Панченко, а именно «Украинской правды». Впервые открыто фиксируют, что оборона города рушится на глазах. С фронта приходят фрагментальные, но ужасающие сообщения. Бригады могут попасть в окружение. На маршрутах лежат 200-е, но их не могут забрать. Килл-зона. В городе убили пилотов. FPV уничтожает все живое. Эти слова принадлежат оператору беспилотников, одному из тех, кто с 23 года регулярно работал в Покровске. Его свидетельства опровергают официальные заявления Киева о зачистке диверсантов и стабилизации фронта. Это только первая статья. По данным «Украинской правды», российские войска фактически прорвали оборону и закрепились в промзоне на южных и западных окраинах города Покровск. И соседний Мирноград уже находится в дроновом окружении, и каждый день приближается момент, когда оно станет физическим. Впервые противник зашел в город еще летом, затем был временно выбит и вскоре вернулся. С тех пор украинские подразделения истощены непрерывными боями, держатся без подкреплений, техники и даже нормальной связи. Вы помните, да, летом, когда там звучало, что туда закинули эту третью беговую, оно там типа отодвинуло российские войска, а потом их начали там немножечко выматывать, ну, на дистанции. И когда почувствовали, что могут выматывать, начали просачиваться. Офицеры, с которыми говорили журналисты, признают дополнительных резервов и ресурсов для удержания города не поступало. Многие бригады находятся в состоянии крайнего износа. Даже наземные роботизированные комплексы, необходимые для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов, прибыли с большим опозданием. Машины выбиваются FPV-дронами, приходится искать деньги самим, говорит замкомбата одной из бригад. Боевое обеспечение фактически сорвано, боеприпасов хватает, но доставить их в город невозможно. Все пути простреливаются, дороги это теперь коридоры смерти, признаются военные. Причины срыва обороны, как показало расследование, лежат не только в военной плоскости. Реакция Генштаба на прорыв оказалась запоздалой. Когда россияне вернулись в город после июльской зачистки, внимание командования было приковано к Добропольскому выступу, где шло контрнаступление. Там действительно удалось временно сорвать план охвата Донецкой области, но при этом Покровск был фактически оставлен без оперативной поддержки. Это то, о чем я вам всегда и говорил, что растягивают фронт. Растягивают специально. Знаете, если взять там жвачку, она будет вот такого вот размера. А когда ты ее растянешь, она станет узкая. И можно ее во всех местах там попрорывать. Ну, примерно так и делают, понимаете? Берут где-то, надавливают, стягивают туда войска. А где пленка становится тоньше, там ее и пробивают. Вот какая стратегия. Поехали дальше. Еще один ключевой фактор – системное искажение информации на всех уровнях командования. Журналисты «Украинской правды» подтверждают, в ряде бригад вверх имеется в виду, шли ложные отчеты о положении дел, чтобы избежать проверок и уголовных дел. На картах могли числиться позиции, где фактически находились 2 тяжелораненых бойца или вообще никого. Это искажало общую картину и создавало иллюзию контроля. Именно этим объясняется резкое заявление главкома Сырского о недопустимости лжи в докладах. Хотя, слушайте, совещание по Покровскому направлению, как выяснила «Украинская правда», прошла без участия командиров бригад, реально ведущих бои. На фото с совещания лишь политически лояльные фигуры и приближенные офицеры. Один из командиров в разговоре с «Украинской правдой» заявил: «Я неоднократно говорил о необходимости перегруппировки, об отсутствии второго эшелона обороны, но нас не слышали».
Тем временем российские войска полностью контролируют небо. FPV-дроны уничтожают транспорт, делают дыры в антидроновых сетках и перерезают логистику. Мы повторяем судьбу гарнизона на Курщине, говорят защитники. Дроны держат все, не пройти, не вывести раненых. Особое беспокойство вызывает ситуация в Мирнограде, которая полностью зависит от Покровска. Все пути снабжения туда проходят через город. Если Покровск пойдет, гарнизон Мирнограда окажется в полном окружении, а эвакуация будет невозможна. Те, кто на щите, вынести невозможно. Люди работают на пределе, понимают, что кольцо все ближе, рассказал один из офицеров с этого направления. Падение Покровска, как подчеркивают собеседники «Украинской правды», становится переломным моментом на фронте, а сами журналисты в заключении отмечают, часть военных уже смирилась с тем, что Покровск будет потерян. После него некому будет держать линию обороны в центре Донецкой области, а Россия, судя по всему, останавливаться не собирается, дорогие мои. Прекрасная статья. Без каких-то, можно сказать, там вбросов банковой. Или как это? Я даже не знаю, как это назвать, понимаете? Банковый пытается, знаете, там усластить кому уши, себе, Трампу или кому, показать, что Россия не выигрывает. А сейчас там в оперативном окружении почти 11 тысяч, там, по-моему, 18 бригад. Там очень много людей. Погнали, вторая статья, хорошая. Британское издание The Economist в новом материале анализирует масштабную кампанию воздушных ударов, которую Россия ведет против украинской энергетической инфраструктуры с наступлением холодов. По оценке аналитиков, Москва начала молниеносную операцию по погружению Украины во тьму, целенаправленно разрушая системы электроснабжения, отопления и газоподачи. Это после чего началось? Давайте вспомним. Разрешили бить вглубь России по МПЗ. Я пока читаю, они там уже летают, дроны по МПЗ. В Рязанской, еще где-то, они там летают сейчас. Их там запустили около 160 туда, в сторону Москвы, как обычно, и еще куда-то. А потом Фламинго полетит. Опять куда-то. Издание отмечает, что главная цель российских ударов не только вывести из строя энергосистему, но и дестабилизировать украинское общество, а теперь внимание, вызвать массовую паническую эмиграцию. Я же говорил об этом. Есть же у меня видео, где Путин поможет, с демографией европейской. Остановить производство и сорвать работу промышленности. В условиях надвигающейся зимы такие атаки становятся особенно разрушительными, ведь Украина уже столкнулась с дефицитом электроэнергии и критическим положением в сфере теплоснабжения. При этом российская тактика изменилась. Если год назад 150 дронов за ночь считалось рекордной атакой, то сейчас число одновременно применяемых достигает 600-700 единиц. Кроме того, по данным экономиста, современные шахеды стали в 3 раза быстрее, точнее используют элементы искусственного интеллекта, что значительно осложняет их перехват средствами ПВО. Украинская система противовоздушной обороны, несмотря на западные поставки, не успевает адаптироваться к скорости технологических изменений. Использование ПВО для защиты каждой критической важной цели становится невозможным. Ресурсы и боеприпасы ограничены. Россия, по данным издания, сфокусировала удары по восточной и центральной части страны, где сосредоточены промышленные предприятия и энергетические узлы. В основе украинской энергосети находится около 90 ключевых подстанций, и Россия методично выводит их из строя одну за другой, что уже привело к массовым отключениям света. Параллельно с этим внутри страны нарастают признаки энергетического коллапса. Подготовка к отопительному сезону, по сообщениям украинских СМИ, оказалась сорвана. Сегодня Свириденко заявила, что они уже начали отопительный сезон. Это наглая ложь, просто наглейшая.
Миллиарды гривен выделены на защиту и восстановление критической инфраструктуры, осели в карманах чиновников. В ряде регионов повреждены участки газотранспортной системы, и восстановить подачу тепла до зимы невозможно. Я сегодня слушал Луценко. Спасибо подписчикам, которые не забывают мне подкидывать. Огромное спасибо вот этим подписчикам, которые подкидывают информацию. Спасибо вам, потому что я не могу все зачеркнуть, но они находят и подкидывают. И вот Луценко в интервью рассказывал одну интересную вещь, что европейцы дают Украине деньги, дают оружие и дают еще там помощь там, можно сказать, там на политическом фронте, на внешнеполитическом фронте. Но от Украины они требуют всего лишь одного: не воровать. Этого невозможно сделать. Также Луценко отметил, что они еще в 2023 году обещали каждую из вот этих энергостанций, да, там, ну, энерговырабатывающих, поставить защиту не просто от дронов, а от ракет. Ну, как видим, ни того нет. Потому что распихали по карманам. Перенесли на 24-й, распихали. Потому что подумали, что они же договорились с Россией. Знаете, как хитро делают? В 2023 году Россия бьет по всем этим электростанциям. Мы, и я в том же числе, с женой переживаем там тяжелые времена, на самом деле, по 53 часа без света сидеть. А тебе дают там заряды, когда аккумуляторы стоят. Вот сейчас вот прошла информация, уже там дня 3 она ходит, о том, что аккумуляторы подорожали от 60 до 100% в Украине, потому что приток не такой большой туда идет. На самом деле. А в начале литий-железофосфатные аккумуляторы стоили очень дорого, прямо крайне дорого. Потому что Китай их не вырабатывал в такой, ну, в больших объемах. Потому что все уходило на электромобили и так далее. Но потом, конечно, они стали дешевле. Вот здесь в Европе я уже показывал отдельное видео и купил 2 киловатта за 1000 евро. Это очень дешево, я вам так скажу. Но можно еще дешевле найти. Но дело не в этом, я вам скажу. Дело как раз в том, что в том 23-м году у всех были кислотные аккумуляторы, которые очень долго заряжались. Только у богатой элиты были типа EcoFlow на литий-железофосфатные. В чем разница? В скорости зарядки. Допустим, литий-железофосфатный аккумулятор может заряжаться 2-3 киловатта в час. То есть, если у него там емкость достаточно, то есть, просто объясню, что это такое. Тебе свет давали на час, на 2. И за час-два ты должен был максимально зарядиться. И когда у тебя обычные кислотные аккумуляторы, они максимум могли заряжаться. Все зависело от их количества. На там 600 ватт или на сколько. Хотя эти аккумуляторы заряжались там на 2-3 тысячи ватт. Еще в 23 году. Но после они подписали внегласный меморандум о том, что они не будут бить по энергетике. Ни одна сторона, ни вторая. Приходит Трамп, миротворец. Зеленский все перечеркивает как раз в подаче Трампа. Потому что Трамп тогда начинает бежать с фразой: они же не могут выиграть, потому что они не могут нападать. И дает им добро бить вглубь России. Все. То есть этот договорняк сразу же срывается. И вы не заметили, да, одну интересную вещь? В 23 году они договорились. В 23 году они сняли деньги с Европы на то, чтобы защищать свои электростанции. При этом договорились с Россией, сделали типа, что они что-то там сделали, деньги положили в карман, все равно же Россия не бьет. И срывают этот договор. А теперь, дорогие мои, жопа. Теперь будет иммиграция. Действительно будет иммиграция. Очень огромная. Сейчас еще холодов нету. Вот туда, вот чуть-чуть вглубь. Сейчас ноябрь, где-то середина ноября, и все почувствуют это. Это, знаете, не какой-то сарказм, да, потому что происходит, а это просто анализ. Это же не я пишу, это экономист. Я вам об этом неделю назад говорил. О том, что Путин занимается выбиванием электростанций, а через месяц Европа пополнится еще огромным количеством украинцев. Огромным. Это женщины, дети, старики. Мужиков же не выпускают. Мужики будут ломать границы так. Ну, холодно будет. Поехали дальше, дорогие мои.
Миллиарды гривен, выделенные на защиту и восстановление критической инфраструктуры, осели в карманах чиновников. Власти пытаются призвать население экономить энергию и готовиться к сложной зиме. Однако многие украинцы уже покидают города, перебираясь в сельскую местность, где можно хотя бы отапливаться дровами. Окей, дровами ты будешь отапливаться. А связь, интернет, позвонить, узнать какую-то информацию. Как ты будешь делать? Ну, там, я насколько знаю, Starlink, если у тебя есть в Украине, у тебя его изымут в 2 секунды причем. Но активировать ты его точно не сможешь. Это так, для связи. Ну, если даже ты какое-то электричество там сможешь себе вырабатывать, там на велосипеде крутить или как-нибудь еще. Отапливаться можно, но связь как-то же держать надо, как-то заряжать эти аккумуляторы и так далее. Эксперты отмечают, что эта энергетическая катастрофа – прямое следствие коррупции и управленческой некомпетентности, усугубленной постоянными ударами по энергетическим объектам на фоне продолжающихся боевых действий, когда украинская армия несет потери на Восточном фронте. Страна рискует войти в зиму без света и тепла, что превращает энергетическую войну в инструмент давления не только на экономику, но и на само выживание населения. Если, ну, я вам так скажу, если Зеленский считает себя именно лидером, умным там человеком, он бы мог бы рассчитать и подсчитать, да, что и какие последствия могут нести. Но так как этот человек, еще раз говорю, искусственный интеллект, называет его человеком, не знающим истории. И, кстати, многие люди заметили, если вы напишите в Гугле «жена идиота», вот так вот напишите, сейчас откройте Google и напишите «жена идиота» на украинском или на русском языке. И угадайте, что вы увидите. Жену Зеленского вы там увидите. И искусственный интеллект также говорит, что это человек, который не знающий истории. Поэтому он принимает решение, потому что у него нет никакой базы для того, чтобы понимать происходящего, дорогие мои. Поехали дальше. Такер Карлсон сегодня делал заявление, что Украина даже вместе с НАТО не сможет выиграть эту войну. Ведь эта война уже разрушила Украину, которая, кстати, перестанет быть нацией. Киевский режим изменил закон, чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные земли. Мужское население страны было уничтожено, они собираются заселить ее иммигрантами из стран третьего мира. И Украины больше не будет. Я действительно думаю, что у них был такой план. Я хочу сказать, что вот одну интересную вещь. Конечно, знаете, меня немножечко колбасит, когда я вижу такие вещи, за весь славянский род. Потому что я захожу в какой-то паблик, захожу туда в комментарии, а там шлюхи, одни шлюхи. Я умею то, я умею это, я умею пятое и десятое. Просто вот в политический паблик какой-нибудь. Я захожу в комментарии, почитать комментарии, там одни шлюхи, украинки, сидящие в Украине. То есть, если раньше эти девочки могли просто пересиживать в офисе от зарплаты до зарплаты, делая какие-то там отчетики небольшие, да, и там вокруг них были какие-то кавалеры, которые там имели планы на них, да, и вы знаете, там сейчас тренд, девушка там окружает себя какими-то ребятами, и один ее там водит, другой там водит, короче, один спонсор, другой там такой-то, то сейчас этого нет. Нету офиса, где можно пересидеть, нет тех парней, потому что одни прячутся, одни погибли, третьи убежали. Понимаете? И чем она занимается? В Европу в никуда ехать она не хочет. Поехали дальше. Это вообще комичная ситуация, дорогие мои. Я просто, по-другому не назову. Вот я вам читаю. В Эстонии около военного городка Риедо 17 октября заметили 2 неизвестных дрона. Один удалось сбить, сообщает Постимес со ссылкой на генштаб страны. И вот самое кино, дорогие мои, что сбитый дрон найти не удалось. Поехали дальше, дорогие мои. Вот такая вот у нас
Эстония. Так, ну и теперь по России. По России у нас еще один генерал пойдет в тюрьму на 9 лет. Военный суд приговорил бывшего заместителя начальника тыла Росгвардии генерала-майора Мирзу Мирзаева к 9 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере при исполнении госконтракта, сообщает СК России. Следственный комитет, если кто не понимает. Вот. Знаете, вот я сейчас оставлю его фотографии, чтобы вы посмотрели. И, ну, вот я этого солдата уберу, который рядом с ним, потому что он тут ни при чем. А вот это вот, да, вот этого вот заберут. Давайте сейчас остановимся на нем, на его лице. Я читаю, и не только читаю, а еще вижу, вы знаете, они там делают, ну, типа там подкасты, садятся двое, там один военный, а другой такой, и говорит, знаете, в России они на мобилизации ловят или забивают тоже до смерти, и все молчат. Ну, типа, вот так вот там происходит мобилизация. Ну, типа, очень жестокая, не такая, еще жестче даже, чем в Украине. И мы, типа, ну, как ТЦК, делаем нам менее жесткое, да, мы еще там как-то там с ними разговариваем и так далее. И вот я оставляю этого генерала только по одной причине, потому что он является тем показателем, что в Украине генералы воруют, но в тюрьму их никто не садит. И если вы конченые берете какие-то там примеры с России, то хотя бы вот эти вот примеры берите. Вот эти. А про то, как действует там мобилизация в России, могут тоже записать кучу людей ролики, понимаете? И доказать это. А когда ты, падла свинья жирная, сидишь где-то в теплой студии и рассказываешь о том, что там в России, и мы типа повторяем, хотя у тебя нет никаких доказательств. Так вот, есть доказательства с такими генералами, что если он украл, он идет на очень долго в тюрьму. А тот, который даже убежал где-то, умирает где-то как-то. Умирает. Он не в Майами в свою недвижку заезжает. Или дочь его где-то там клипы снимает в Нью-Йорке и потом выкладывают у огромного экрана. А он в тюрьму едет. В тюрьму. Поехали дальше. Наш миротворец добился мира. Вы знаете, сколько он там называет? 9 войн он остановил. Нетаньяху приказал нанести немедленные и мощные удары по объектам Хамас в секторе Газа. То есть вообще пофиг куда. Просто вот лупить и все. Там куда попали, скажут, что там были эти представители Хамас, несмотря на прекращение огня. В ближайшие часы ожидаются новые сильные удары Израиля по Газе. Одновременно Израиль расширит зону контроля, взятую им ранее. Помирил и пошел спать. Ну и поехали. Теперь заявление Пескова. Информация службы внешней разведки России о том, что Франция готовится отправить военных на Украину, очень тревожная, заявил Песков. Очень. Ну, мне нравится, знаете, я бы так сказал, ну, это, наверное, скорее сарказм Пескова. Ну, да, вот очень-очень тревожно. Это переводится так, что их размотает там просто и все. Их размотает. Давайте так, я вам скажу, что украинский военный даст фору каждому из этих французских, потому что он видел, что там происходит, как прилетает, куда прилетает, как где от кого уклониться. У меня есть видео, где там за ними FPV-дроны летают, они там шныривают от этих дронов. Кто приторможенный, того сразу же он хлопает этот дрон. Сразу в бошку влетает и все. А там, да, они реально, они знают, как от него убегать, они там чик-чик-чик прячутся и все остальное. Матерые ребята, я вам скажу, которые там уже давно на фронте бегают от этих FPV-шек. И туда заезжает такой вот француз с Латинской Америки, да, который французского языка не знает. Но если во французском легионе, может, там он его и знает. И он такой выходит, привет, дорогой, давай, ушел. Или не ушел, а тебя все равно не вывезут, потому что все дороги простреливаются. Россия готова дать гарантии безопасности, что не будет нападать на страны НАТО, заявил Лавров. У России нет намерения нападать на какую-либо страну НАТО. Москва готова закрепить это в гарантиях безопасности. При этом Москва считает, что Запад готовится к новой большой европейской войне, а расширение НАТО не прекращается ни на минуту. И в этом он как раз прав. Поехали. Теперь кто
находится сейчас непосредственно в этом окружении. Это уже российская сторона перечисляет. В районах Красноармейска, Дмитрова и Купинска в окружении находится около 10 тысяч украинских военнослужащих в составе, внимание, 31-го батальона, в том числе соединение 25-й военно-воздушной десантной, 79-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригады, также 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 425-го отделения штурмового полка, 153-й и 155-й механизированная бригада. 155-я знаменитая, потому что у нее больше всего СЗЧ. Под Купинском в окружении находятся подразделения 14-й, 43-й, 116-й механизированных бригад 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Всего 18 боевых батальонов. Могу еще раз поставить вот эту вот всем песенку, дорогие мои. Вот эту вот. И не весело же нифига, не весело, понимаете? Поехали дальше. Это заявление Зеленского. Он сегодня подозру выписали Труханову. Они сегодня. И вручили ему прямо на парковке. Я об этом записал один шорт отдельный. Такие вещи, понимаете, я оперативно сразу же выпускаю. Хотя нужно находить на это время, на самом деле. И на жизнь свою тоже нужно находить время между этими новостями. Никто не знает, чего ждать от русских и насколько они заинтересованы в Одессе. Как президент я должен быть уверен, что люди, стоящие у власти в городе, действительно способны его защитить. Именно поэтому я сделал этот выбор и поддержал соответствующую кандидатуру. Объясняю по-другому. Труханова все время прослушивали. И где-то он что-то ляпнул. Потому что Зеленский утверждает, что пофиг на эти паспорта. Главное, он услышал информацию от СБУ, которая и прослушивала Труханова. Где-то в кабинеты забросили, уборщица зашла, что-то там ему подкрепила, подсунула. Где Труханов где-то уже сказал, что мы уже вот здесь это все, поскорее бы уже Россия пришла. Все. Побежали. Паспорт, шмаспорт. Сейчас уже приехал туда Стерненко. Рассказывает, что без Труханова жить лучше. Конечно, нацик приехал туда в окружение нациков. СБУшники, нацики. Сейчас туда посадили этого нацика, да, который себя одесситом называют из Тернополя. И этот конченый там сидит, глава ОВА. Я уже забыл его. Конченый просто. Какая еще фамилия может быть? Вот что произошло на самом деле. Просто по прослушке его где-то там и влупили. Который сказал, что уже все, уже достали. Ой, дорогие мои. Сегодня в Рио-де-Жанейро были тоже движения такие. Сейчас я вам покажу. Не могу долго показывать, потому что могут забанить это видео. Что-то там сегодня такое жесткое было, я вам скажу, очень жесткое. Там и куча людей, куча арестованных и так далее. Можете посмотреть, у меня в телеграм-канале есть эти видео. Оттуда и в других пабликах тоже очень много видео происходящего в Рио-де-Жанейро. Поехали. В Рио-де-Жанейро один из крупнейших городов Бразилии начались бои полиции с бандами наркокартелей после рейда на главарей наркомафии. По сообщениям, наркокартели применяют FPV-дроны и крупнокалиберные пулеметы. Выезды в город боевики заблокировали автобусами. Хочу сказать, что Лула, скорее всего, сейчас подыгрывает Трампу. Потому что он видит, что происходит с Колумбией. Понятно, что в Венесуэле тоже произошли какие-то действия. Поэтому я вам скажу, что Лула тоже слышит, что его тоже скоро обвинят в том, что он занимается вот этой продажей фентанила туда, в Америку. Поэтому и происходит эти. Он зачищает, показывает. Скорее всего, это для Трампа. Показ для Трампа, дорогие мои. И все. Вот власти Рио-де-Жанейро объявили 4-й из 5 возможных уровней опасности для населения. Задействовано порядка 2500 сотрудников силовых структур для арестов и проведения обысков. В ответ преступники перекрывают важные магистрали по всему городу и используют автобусы в качестве бригад. В окрестностях раздаются мощные взрывы и интенсивная стрельба. Вот такая борьба идет с наркокартелями там, дорогие мои. Геннадию Труханову вручили подозрение в Одессе. По имеющейся информации, это
его тянут за халатное отношение там, к сливам воды, к дождю, короче, вот к этому. То есть они найдут, за что его зацепить. Если они придумали способ, чтобы его... Что на самом деле произошло? Труханов нашел способ, как через лоббистов, тех же американских и других европейских, разгонять против Зеленского. И также же добрались аж до сына Трампа. Вот. И везде добрались для того, чтобы сказать, что Зеленский занимается ерундой. И, конечно, Зеленского уже там обременяют вопросами по поводу там, Труханова. А у вас там вот есть Труханов, мэр, да, и ты у него незаконно забрал паспорт. Ну и я уже говорил, у Труханова есть такая чуйка спетлять быстро. Ну а этот новоиспеченный, там, это не мэр даже. Потому что мэра должен выбрать город. Его никогда Одесса уважать не будет. Уничтожать будет. А уважать никогда не будет. Для того, чтобы получить уважение, нужно как минимум что-то достичь. Вот, и за тебя должны были проголосовать. А если за тебя не голосовали, то кто ты? Ну вот, действительно, да, там, не знаю, тебе в дом приведут просто человека и скажут, все, вот он у тебя начальник здесь, класс. Кто ты, что ты, откуда ты? Ну, мы и так там попереживали достаточно. И вот там, можно сказать, требухи Трухановской, которую там он тоже понаделал. Еще раз хочу сказать, это не лучший мэр Одессы, абсолютно. Но он был выбран одесситами. Вот в чем дело, и вот в чем разница. Он шел на контакты, да, его можно было встретить, ему можно было там напихать, и это все делали и занимались этим, в том числе и Дмитрук там, и другие. Он шел на контакт. Ты можешь прийти к нему, там, постоять с картонкой, он спустится вниз, что ты хочешь, да, там скажет. Но я этим не занимался, я это вам просто к примеру говорю. Это не тот мэр, который сел там, человек в высоком замке, да, и никого там к себе не подпускал. А это мэр, который был контактный, который выслушал в его адрес и так далее, потому что его выбрали. Одесситы, а этого не выбрали. Он там закатал рукава и пошел там город чистить. И он думает, что одесситы в него влюбятся. Серьезно? Каждая улица переименованная. Просто сейчас они там вписали памятник Пушкина, который горожане ставили за свои деньги, потому что как раз вот, наверное, во власти тогда сидел Труханов и деньги не выделял на памятник этот. Ну, я имею в виду тогда, там, сотни лет назад. Так что, дорогие мои, вот такая ситуация. Поехали. Секретный доклад Нарышкина в случае скорого падения Покровска. Французские войска зайдут в Славянск и Краматорск, чтобы помочь Зеленскому сохранить хоть часть Донбасса. Ну, наверное, не знаю. Вот хочу сказать вам честно, Нарышкина я, наверное, 2 из 3 слушаю. Могу 2 послушать, а 3 даже в новости не возьму. Серьезно, ну такое намутит, ну честно. Человека я не знаю, я не хочу говорить там конкретно про него, но вот хочу сказать, что когда читаю, нет, это в новости точно не пойдет. Ну вот это я взял в новости. Ну действительно. Ну, я не поверю, что их кинут сразу же туда. Это раз. Во-вторых, да, я могу поверить, что их где-то там в Закарпатье поставят, чтобы они там сидели в Закарпатье. А если они где-то приблизятся, конечно, их сдадут. Ну, наши же их сдадут в любом случае. Их влупят там. В ресторане, в отеле, где угодно. Их там прямо влупят. Поэтому они забоятся туда идти. Это факт. Ну вот, Нарышкин. Сейчас его очень часто стало. Это очень хорошо. Собеседники, близкие к службе внешней разведки, рассказали о подробностях и деталях анонсированного сегодня ведомством введения французских военных на украинскую территорию. По их словам, донесения наших разведчиков свидетельствуют о целом коварном плане Макрона по провоцированию прямого военного столкновения между Россией и НАТО. Сначала небольшие части французского иностранного легиона будут введены в Донбасс под видом инструкторов, а потом в случае нанесения по ним ударов ВС, что будет неизбежно, ведь любые иностранные силы для России являются законной целью. Североатлантическому альянсу будет предложено сразу же напрямую вмешаться в российско-украинский конфликт, отмечают источники в разведслужбе. Да не, мне кажется, он тут не прав, Нарышкин. Я, конечно, понимаю, что в разведку нужно ставить таких именно с хорошей паранойей, но серьезно, я его тут точно не поддержу. Давайте я разберу почему. Потому что я вижу, как они боятся разобрать российские активы. Понимаете, вот эти 140 миллиардов. Они боятся, у них подгорает там очко на самом деле. И
я уверен, что за каких-то 2000 французов из Латинской Америки воевать и гибнуть не пойдут. Поэтому Нарышкин тут нагоняет немножечко жути. Это же поддается логике на самом деле. Но могу сказать, что этими заявлениями, которые попадают в прессу, он делает такое, что мы знаем о том, что вы есть, и о том, что вы можете зайти. Но еще раз вам говорю, аргументно говорю, если они не могут бабки поделить, потому что они боятся России, то за 2000 французов из Латинской Америки никто погибать не пойдет, я вас уверяю. Если, еще раз говорю, Россия перейдет границу с Европой, даже с Польшей еще терпеть будет, серьезно, там какими-то они опять там обусловятся и все остальное. Прибалтов вот так. Вообще просто вот как с этими эстонцами, никто их видеть даже не будет. Что там произошло? Мы не видим, мы не слышим. Мы не знаем, что у вас там происходит. Там тоже, понимаете, прибалты на месте не сидят. Они хотят там Калининград заблокировать. А Россия говорит, мы жахнем по вам. Ну, типа, если вы будете его блокировать. Так я вам тоже скажу, они будут на совещании где-то, и все. Что там прибалтов душит, а мы на совещании, все. Нас нет, мы в домике. Вот как будет. Я вас уверяю. Да, когда там тронут ту Германию, или когда тронут еще какую-нибудь страну из такой именно ортодоксальной Европы, можно так сказать. Ну, старой я имею в виду. Тогда они начнут объединяться. И Трамп туда присоединится, и все остальные. И Россия об этом знает. А этих, ну вот, я вам читаю. Россия может ввести войска в Европу из-за угрозы Литвы прекратить транзит в Калининград, рассказывает в Совбезе России. Речь идет о недавнем заявлении президента Литвы Гитанаса Науседы, который предупредил, что страна может закрыть транзит в Калининград или перекрыть границу с Беларусью. Мне кажется, что как раз вот эти прибалты, они и думают, что нужно такое что-то сделать, и как раз мы проверим, как будет работать там 5-я поправка НАТО. Типа, давай попробуем. Может, даже Зеленским они где-то говорили, давайте перекройте им там и посмотрим. Типа, они же по-любому нападут. И посмотрим, как там будет. Я уверяю, никак не будет. Будут отгребать, и все. А те их видеть не будут. Те будет там только Трампу писать, смотри, он напал на них. И все. Ну, как бы. А там сейчас Дмитриев говорит, так не он напал, они же закрыли, и все. Речь идет о недавнем заявлении, это я уже прочитал вам. В Кремле воспринимают это как намеренный шаг против России и ее жителей, считая угрозу блокировки коридора прямым вызовом национальной безопасности и жизненно важным интересам страны. Теперь Кремль и Совбез обсуждают возможность развертывания войск и спецтехники вдоль границы с Литвой, чтобы гарантировать беспрепятственный проезд грузов и граждан между материковой Россией и Калининградской областью. Фактически при таком сценарии российские войска будут в самом сердце Европы, окруженные Польшей и Литвой. Готовится несколько сценариев реагирования, включая демонстрацию силы и оперативное дежурство боевых подразделений. Особенно встревожены последствиями для жителей Калининграда. Любое ограничение транзита повлияет на поставки продовольствия, топлива и медицинских товаров. Именно поэтому силовой вариант рассматривается как крайняя мера, которую могут реализовать в случае реальной попытки Литвы заградить коридор. Ну, посмотрим. У них там не то, что тонкая кишка. Они могут, конечно, испытать на прочность, но получат, и все. Что ж по этому поводу говорить? Венесуэла дает отпор. Спецслужбы этой страны задержали группу наемников, связанных с ЦРУ. Задержанные планировали операцию, с целью которой было бы создание искусственного повода для вооруженного вторжения. И в январе этого года подобным образом были задержаны несколько украинцев, американцев и колумбийцев. Вот украинцы уже экспортируют везде для провокаций. Показываю вам орешник, который поставят на боевое дежурство в Беларуси уже в декабре. Время подлета ракеты к Киеву в таком случае будет меньше 3 минут, дорогие мои. Сегодня тоже говорили по поводу, что орешник не дурная ракета и не тупая болванка. Это умная ракета, которая может при посадке там маневрировать и все остальное. Знаете, если сравнить ее с буревестником, тупая ракета, я вам скажу. То, что может делать буревестник и его возможности, они куда более, в сравнении там, это уже новый левел.
Понимаете? Это уже новый левел. Это новый век ракетостроения. Когда ракета может находиться огромное количество в воздухе, это новое уже поколение. И теперь опять же хочу напомнить тем, которые говорят, что Чернобыль куда опаснее, чем ядерный удар ядерной ракетой. Есть у меня такие подписчики. Я не поленился, я пролистал сегодня по поводу Хиросимы, что произошло в первую минуту, в первый час, в первый месяц и в последующие 5 лет. Хиросима с населением в 350 тысяч человек в первую секунду сожгло 100 тысяч, ну где-то от 80 до 100 тысяч. Не просто сожгло, они испарились. Там 4000 градусов было. 4000 градусов. Дальше, в следующий час, от ожогов поумирало там еще где-то около 70-80 тысяч. Последующий год умерло еще там где-то около 1050. И еще в 5 лет там доумирало. В конечном итоге умерло 200 с чем-то тысяч. После одного удара. Это в течение 5 лет. Ну, основная масса умерла там в первый час, можно так сказать. Остальные домирали от ожогов, от лучевой, о которой говорят, что ее нет. Была еще какая там лучевая была. Люди поумирали там оттуда. Это для тех скептиков, которые говорят, что Чернобыльская АЭС куда. Еще раз напоминаю, 350 тысяч город населения, 200 тысяч за 5 лет. И первые как раз вот там 1150, наверное, погибли в первый же час. В первую секунду испарило. Просто испарило людей. То есть я смотрел фотографии стен, там просто контуры человека, который стоял возле стены. Он просто как вода, как испарился. Поэтому убеждать человека, что ядерный удар ядерной ракетой это не то же самое, что и Чернобыль, а Чернобыль более опасен, это глупо. Это глупо. При Чернобыльской аварии не погибло столько людей. Не погибло в первые те же секунды или минуты. Поэтому прежде чем давать такие аргументы, немножечко погуглите и посмотрите, насколько страшная и насколько страшен ядерный удар. Так я вам скажу, что после этого начали измерять количество ядерной силы, ядерного удара именно в бомбах, которые упали на Хиросиму и Нагасаки. А там были, насколько я помню, малыши. Именно в этом эквиваленте. Вот этот малыш убил в первые 5 лет, точнее в 5 лет, 200 тысяч человек. Малыш. Сейчас бомбы, которые измеряются в тысячах таких малышей. А еще не забывайте, есть еще водородная. Я не знаю, что она там сделает с людьми. Там даже и подумать не успеют. Хочу показать Стража китайская, которую они придумали, дорогие мои. Тут будет на китайском языке кто-то что-то говорить. Вот такая штука, которая будет охранять от дронов. Ну, сбивать дроны, если им не понравится. Все будет там на нейропослуге. Ну, я боюсь, что если собака или ребенок будет бежать, не дай бог, она там себе подумает, что это за фигня. Вот это то, что Китай сейчас не дает американцам. Ну, вот сейчас он там на китайском говорит. Ну вот они, видите, как действуют. Он выбивает только черные шарики, как мы видим, а потом пошел по цвету дальше. Вот эта штука, это как раз из редкоземельных металлов. У меня, кстати, тоже, вот я сейчас снимаю на камеру, и у меня объектив без автофокуса. И у меня стоит лидар специальный, который там все механизировано. Вот я руку ставлю, он ее, видите, идет. То есть там у меня стоит моторчик такой, лидар стоит, ну и управление стоит. И лидар как раз отмечает, где находится сейчас мое лицо. Подведу ближе, он, видите, чуть запозданием, потому что я поставил слабую скорость, чтобы он быстро не садил аккумулятор. Этим занимается лидар как раз. А лидар как раз состоит из редкоземельных металлов. То есть в вашем айфоне тоже находится лидар, который распознает ваше лицо. Именно лидар. Не видеокамера, не что-то еще, а именно лидар. И вот американцам сейчас не дает Китай все те материалы, как раз из которых делают вот такие вот вещи. Поэтому Трамп и пенится по этому поводу. Поехали дальше, дорогие мои. Мы сегодня закончим позитивно. Вот уже 40 с чем-то минут. Я же говорил, немало будет. Поехали. Дональд Трамп заявил, что уверен, что в скором
а в будущем завершится еще война в Украине. Ну и поехали дальше. Сейчас мы это все слышали, но я вам все равно расскажу. Я не буду утомлять вас подробностями, но мы остановили 8 войн за 8 месяцев. И думаю, скоро будет 9. Я считал, что это гораздо легче, чем на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке мы прекрасно справились. Мы видим, да, что там опять будет бить. А с Россией, я думал, все будет намного проще. Все, я больше это читать не буду, я просто объясню. Это он находится в Азии. Перед своими солдатами где-то на какой-то базе. Он делает это заявление. Сейчас я вам просто хочу объяснить одно. Каждый из этих солдат в интернете видит эти фразы. Он видит в интернете. Каждый из этих солдат. Он приехал, наверное, 100-й раз, одно и то же. А Трамп живет еще в какой-то там, я не знаю, еще, наверное, в 2000-х он живет. Когда у людей не было интернета, и ему нужно было по программе, по президентской, везде повторять одну и ту же фразу. Ну, в разных вариациях. Вот он так и делает. Он ездит и повторяет в разных вариациях. А вот представьте, человек постоянно его смотрит где-то там на YouTube, да, или где-нибудь еще. Или читает, и везде одна и та же фраза. Потом он приезжает, ему там уже, он 100 раз посмотрел одну и ту же фразу, и он становится и опять лепит эту фразу. Это жесть. Хорошо, закончим сейчас, наверное, позитивом, потому что еще много статей осталось про то, что зима будет холодная. Ну, и я уже вижу, что время уже 50 минут. Давайте закончим сейчас, наверное, больше позитивом. Вот. А дальше я дособираю эти новости уже завтра я вам дособираю эти новости. Поехали, дорогие мои. Поделят Украину сейчас. Итак, как поделят Украину? Всем интересно, да? Хоть бы не делили. Ольга, ну давай мы сейчас проверим, прям поделят ли Украину. Боже мой, поделят. Еще и как поделят. Это король Пентаклей. Это карта, которая говорит о том, что у всех есть материальная выгода. Всем выгодно ее Всем поделить. выгодно Понимаете, хотите вы этого или нет? Перейдет ли Одесская область? В состав России. Да, выгодно. Да ты шо? Перейдет ли Харьковская область? Ой-ой-ой, сердечко, тык-тык. Это перейдет. Блять. Продавай квартиры. Перейдет ли вся Харьковская область, включая Харьков? Да. А Николаев? Сейчас Николаев посмотрим. Отойдет ли Николаев Российской Федерации? Да. И Николаев еще, Да. сука, пол Украины оттяпает. Карты не врут, как вы понимаете. На этой позитивной ноте хочу вам всем сказать огромную благодарность, дорогие мои, за все. За вашу поддержку, за вашу подписку, за все. За спонсорство, за донаты, за все, дорогие мои. Идем к миру постепенно. Хотя мы его не видим, но в любом случае мы хотя бы молимся за то, чтобы этот мир был, дорогие мои. Доченька в порядке уже начинает переворачиваться на бок. С нее сняли все трубки, она теперь может в туалет ходить сама. Так что поправляется, идет на поправочку, дорогие мои. Всех обнял.